Сейчас один из самых ценных и вдохновляющих спикеров Jens Laustsen. Это правда. Сейчас будет много-много вдохновлений. Это Jens. Привет всем! Надеюсь, что у вас сейчас замечательное время, которое вы проводите здесь. 9 месяцев назад я присоединился как стратегический консультант в компанию. 9 months ago, the company's situation, the way the company was set up, was fundamentally different from what it is today. И ситуация, которая сейчас фундаментально отличается от того, когда я присоединился. И у компании была четкая дорога, по которой она должна была идти. И вот процесс нашего роста. И независимо, в чем мы растем, мы меняемся. И когда мы меняемся, происходят новые вещи, к которым мы всегда стараемся адаптироваться. И скоро мы приблизимся к фазе, когда мы будем полностью завершены. It basically leaves us with two options. We either go back into the safety of our competence area and we remain there. We sit there and we just work, we live in that space. И если мы полный контроль имеем, то мы попадаем в такую зону комфорта, и тогда мы просто находимся в этой зоне комфорта, и у нас некуда больше идти. Но у нас появляются новые знания. И это то, что сделала компания. Вот то, что находится между этими стрелками, вращающимися. И люди в процессе либо они остаются, либо они выпадают. И моя надежда сегодня, что я смогу поделиться с вами и доказать, насколько это сильная бизнес-модель, какие у нас сильные перспективы со стороны партнеров, со стороны компании, со стороны экономической. Иногда для того, чтобы достичь благосостояния, требуется поколение. And it seemed like it was impossible to penetrate that wall of power. Yet the new way of building business, where И казалось, что невозможно сделать что-то с этим. А сейчас есть новый способ построения бизнеса. Это создает совершенно новую динамику на рынке. Этот бизнес приходит в наши дома, в наши жизни. И все происходит в 10 раз быстрее, чем раньше. И мы все это видим в компании CROWD1. CROWD1 — это просто мастер делания вот такого бизнеса. Если вы посмотрите на Йохана и его команду, потому что Йохан взял амбиции и видение Йонаса, и это синергия, то есть синергия равняется энергия. Объединение дает энергию. У вас есть видение, и у вас есть инструменты, энергия для того, чтобы достичь этого видения, для того, чтобы построить это. И все это создает толпу. Что было первое, яйцо или курица? Сначала вы строите толпу, а потом вы уже будете обсуждать, что больше. ICT и CNS представляют профессиональный сервис. Добавлен еще один уровень, также новые инвестиционные компании.
И эта инвестиционная компания работает для вас. To sort after, to identify, and to ensure that you will always receive для того, чтобы вы получили самые затребованные продукты на рынке, для того, чтобы вы хотели получать эти продукты, для того, чтобы вы могли растить этот бизнес, и для того, чтобы вы могли развивать и расширять этот бизнес. И сегодня мы празднуем планету АХ. Сегодня жизнь прекрасна для планеты АХ. Но мое сердце и моя благодарность идет к людям, которые построили CROWD1 компанию. И через время, как сказал Йонатан, эта синергия придет вместе для того, чтобы построить вот эту невероятную структуру. И вы должны понимать, что эта концепция — это стопроцентное доказательство вашего бизнеса. И ни у кого не должно быть вопросов и сомнений в том, когда вы показываете эту концепцию, модель этого бизнеса. И планета АХ доказывает, что это просто невероятная бизнес-модель. Потому что CROWD1 использует токены как двигатель. Токен — это двигатель. Вы можете построить свою организацию, построить свою сеть. With this dynamic, Jonas's vision has ensured that you will be able to, in the very early stages, to see a product, чтобы на ранних стадиях вы видели продукт и его возможности. You will be able to acquire tokens with most of these things. You will be able to grow as these products are growing. И вы могли иметь возможность расти с таким же темпом и динамикой, как растут эти продукты и компании. Was introduced to the market. Fast tracking forward, merely 5 months, and we're here today in the 5 месяцев назад планета АХ была представлена на рынок, и посмотрите, что произошло с ней сегодня. График динамический. А теперь они вышли на общий рынок, на публичный рынок. Debugging the system, making sure that the customer service thing is working, making sure that the experience is perfect. All of that done before even hitting the market. And by the time Planet IX is hitting the market, и это доказало концепцию и дало опыт для всех последующих компаний выходить таким путем. Having grown in a safe environment, it's already a market leader. So congratulations. Это уже лидер рынка, поэтому поздравляю вас. So what? So what are you going to do? Что вам с этим делать? Вопрос звучит. What is it that you see? What is it that you feel? Что вам чувствовать, что вам видеть? When you see this? What are you focusing on? Когда вы фокусируетесь на этом? Что вы чувствуете, когда вы видите CROWD1 сегодня? Вы смотрите назад и вспоминаете все проблемы и все какие-то трудности, через которые пришлось пройти. Я вам сейчас хочу сказать, что вам не нужно думать о слухах, о сплетнях. Вам нужно сфокусироваться на подтверждении, на тех вещах, которые вас утверждают и подтверждают. Когда я говорю, что что-то будет работать, я уже это чувствую. У меня уже есть подтверждение этого. И я верю в перспективу, я верю в эту миссию, и я уверен, что это будет работать. И что происходит, когда у вас работает подтверждение?
Мы более решительны, мы более целенаправлены, и мы опять возвращаемся в фокус. Мы более компетентны, мы более профессиональны. Когда вы думаете о перспективе, что вы видите? Может быть, вопрос должен звучать, что вы хотите видеть? Какие ваши желания, какие ваши глубокие желания? Если бы вы могли выбирать, что бы вы хотели видеть в своих жизнях? Возможности, страхи или возможности? Что движет вами, страхи или возможности? Ваши решения определяют страх, исходя из чего вы принимаете свои решения, из страха или из возможностей. Страх, неуверенность, все одно и то же. Что будет через поколение, через какое-то время? Что у вас мотивация, вдохновление? У нас часто эти слова неверное значение имеют. Если мне кто-то платит за то, чтобы я приехал на мероприятие, то у меня есть мотивация. То есть я приезжаю куда-то, потому что у меня есть выгода от этого. У меня есть мотивация. Мотивация мне дана заранее. А вдохновение — это то, чего мы ожидаем. Мы даже не знаем, как точно это сделать. Но мы знаем, чего мы хотим. That feeling comes from one point, and it's called hope. И это чувство приходит из надежды. Из этого пункта ожидания приходит из пункта, который называется надежда. Если сравнить, когда у нас маленькое пламя внутри горит, это всего лишь маленькое пламя. И нам надо поддерживать его для того, чтобы оно не потухло. Оно должно гореть и разгораться. Даже под большой нагрузкой, под большим давлением, это маленькое пламя нам надо оберегать, чтобы оно не потухло. И некоторые люди очень бережно сохраняют это пламя для того, чтобы выжить. Когда вы подойдете к Йонасу, вы засвидетельствуете прям вулканный взрыв. Потому что он часть, и он сам часть той компании, которая сделает невероятные вещи. У него никогда этот огонь не потухает. И человек, который находится в этой атмосфере, в этом поле, он тоже зажигается и разгорается. Какие бы проблемы ни были, надо знать, мы решим. Моя история. Один человек из Австралии подошел ко мне, его зовут Ноэль, и рассказал мне свою историю. И он дал мне урок. Он дал мне урок посредством напоминания. И то, что он для меня сделал, он показал мне свой телефон и сказал: посмотри на него. Это моя машина. Я купил эту машину за наличные деньги. За деньги, которые я заработал в CROWD1. И я хочу добавить, что я немножко был в стрессе. Я сказал: о, здорово. И он сказал: посмотри на номер. И он сделал что-то, что я никогда не забуду. Он показал мне следующую фотографию. И он показал мне фотографию, когда он лежал в кровати. Это была не его кровать. Он лежал в больнице. И у него никого не было. Но у него была опухоль
горло, шею. И ему давали 3 месяца для того, чтобы 3 месяца жизни. И последний шанс это была хирургия. Because performing the surgery would more likely than not cause him to end his stay right after the surgery. A situation that's unbearable to anyone. A situation that would crumble anyone with fear. Ситуация, которая бы напугала кого-то вообще. And one opportunity that might end it today. But Noel didn't see fear. Noel didn't look at fear. Но Ноэль не испугался. There's no time for fear. И он сказал, у меня нет времени бояться. Noel reconnected with his church. И он связался со своей церковью, нашел этот внутренний огонь в себе. И у него не было мотивации. У него 2 детей, и оба активны в бизнесе. И он начал строить бизнес, прямо находясь в больнице, используя только свой мобильный телефон. У него больше никаких возможностей не было. When you learn that facts are telling, but stories are selling. Вот Now, такая was Noel история. selling me anything? No, he was not. He was sharing with me, but I was buying in. И когда вы это узнаете, вы понимаете, что история жизни людей, история изменений их жизни — это все продающие истории. Они продают сами за себя. Это всего лишь одна из историй. Of how he was able to utilize the business opportunity of CROWD1 to not just take him out of a hopeless situation, but really move into buying his dream car, moving in, even changing the way he lived now, looking, overseeing the beach, traveling around the world. И история Ноэля — это не просто ситуация его жизни, а то, как он при помощи компании CROWD1 не только нашел в себе силы для того, чтобы встать с больничной койки, казалось бы, абсолютно в безнадежной ситуации, но еще и продолжать расти, двигаться, и он купил автомобиль. То есть, да я даже не знаю, что добавить больше. Make them work for us, because that's what promotions are for. И Йонас вам только что показал невероятные промо-акции, которые предоставляет компания. Услышьте и поймите эти сообщения, эти новости, эти послания. Если вы достаточно умны, вы пригласите свой огонь внутри и дадите ему возможность разгораться. И ваши усилия вместе с эффектом сделают вашу историю. Как вы будете рассказывать свою историю? CROWD1 дает вам возможность, дает вам транспортное средство. Берите его и начинайте ехать. Для меня последние 9 месяцев были прекрасным путешествием, на самом деле чудесным путешествием в этой компании. Я видел, как видения становились реальностью. И за последний год видение компании стало фундаментом. It's been an amazing journey for me. I want to wish you all, regardless of religion, и я хочу пожелать вам, независимо от религии, счастливого Рождества. И ухожу с этой сцены и предоставляю эту сцену замечательному певцу Деннису Сейда.